Я нашел, где написано о самом глубоком поклонении Богу. I have found where it is written of the deepest worship to God. Я нашел место, где выражалась очень глубокая любовь к Богу. I found a place where there was shown a very deep love to God. Именно это место было таким малоговорящим. And I think that this place is just not spoken of enough. Но действия, которые происходили там, But the things that happened in that moment говорили о очень большой любви. were speaking of a very deep love. Тема моей проповеди And so the topic of my message, – самое глубокое поклонение. the most deep love or worship. Луки 7 глава, In Luke, 36 стих и ниже. Некто из фарисеев попросил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши о том, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал, кто и какая эта женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Аминь. Самое глубокое поклонение the deepest kind of worship, происходит сейчас не в храме. is not happening in the temple. В храме все для этого было готово. In the temple, everything was prepared for this. Храм был предназначен для этого. The temple was set apart for this. В храме была большая сцена. In the temple, there was a great stage. В храме были все музыкальные орудия для глубокого поклонения Богу. In the temple, there were all of the musical instruments to worship the Lord. Возможно, там была одежда для хора, Maybe there красиво was все. the clothing for the choir, for those who participated. Но несколько дней назад But not too many days ago, Иисус вошел в этот храм Jesus had gone into that temple в надежде, что Он там встретит то ветхозаветное поклонение, желая окунуться в то поклонение, славословие Богу, которое было в начале этого храма. Но Он этого не встретил. And maybe he had expected to see the kind of worship that was originally being done at the temple, but that is not what he saw. Вместо поклонения Богу он услышал блеяние овец. In the place of worship to God, he heard the calling of the sheep. Он увидел ящики, коробки с животными, с птицами. He saw the boxes and the containers filled with the living animals and the birds. В этот момент храм, предназначенный для поклонения, превратился в базар. And the place, the temple that was dedicated for worship, had been turned into a marketplace. Вертеп разбойников, даже хуже, чем базар. And maybe even worse than a marketplace. Потому что на базаре, базар предназначен для обмена продуктами, для поддерживания жизни. Because the marketplace is dedicated for this purpose, to sell and to trade. А там было что-то больше. But there was something in the temple that was greater. Там был какой-то бандитизм, какая-то неправда, какая-то... There was something just truly unright about what was happening. Иисус говорит, а вы превратили его в вертеп разбойников. That Jesus said himself that you've made this place a den of thieves. И он взял бич, и в ревности своей по храму Божьему он
изгнал всех из храма. And so he took a whip, and because of his great passion for the house of God, he threw them all out. Но поклонение Богу сегодня переместилось в доме Симона. But the worship to the Lord today has changed into a different way. Некто из фарисеев просил его вкусить пищи. That there was a Pharisee who had invited him to eat dinner with him. И он вошел и возлег. And so he went and he reclined. Чуть позже мы узнаем, что его имя было Симон. A little bit further we see the name of the Pharisee was Simon. И вот мы пройдемся по некоторым стихам и увидим, какое глубокое поклонение. And as we read through the scriptures, we see a deep worship. Какая там горячая страсть по Богу. And what a great fear for God. Там выражались молча вот эти слова: «Я тебя люблю, Господь, я тебя обожаю, ты моя жизнь, ты мое настоящее, ты мое будущее». There were not many of these words to say that I love you, Lord, that you are my life, you are my hope, and I need you. Как получилось так, что дом Симона превратился в место поклонения? How was it that the heart of Simon came into this point of worship? Вопрос прост. It was a simple question. Просто Иисус пришел в этот дом. It was simply that Jesus came into this house. И вся эта атмосфера начала совершаться вокруг Иисуса Христа. And so that full atmosphere began to change around Jesus. Понимаете смысл, друзья? Do you understand the thought here? Когда приходит Христос, That when Jesus comes, когда приходит Бог, when God comes, когда мы в нашем собрании Его начинаем ощущать, when in our gatherings we begin to это feel, настоящее собрание с настоящим begin поклонением. to feel that presence, and that is the gathering of true worship. Симон, Simon, фарисей, a Pharisee, он его пригласил в дом, прийти в дом. he called him to come into his home. Не из добрых побуждений, не с добрыми мотивами. And not with a great motive. У него были скрытые He мотивы. had a hidden motive. Он долго наблюдал за Иисусом, когда Иисус был среди людей, For a long time he was watching as когда Jesus Иисус was with the people, проповедовал. as he was preaching. Можно сказать, когда Иисус был в официальном своем служении, You could say that he was being observed in his на official таких ministry деловых встречах. and on these very grand occurrences. И он подумал: правильно, здесь Иисус ведет себя так чинно, так красиво, хочет из себя выдать, что он есть кто-то. And saying to himself, maybe Simon said that Jesus is trying to make something of Но himself. я приглашу его в свой дом, But I'll call him into my house, и я там его проверю, кто он. and there I'll see who he Знаете, really когда мы is. попадаем в дом, в хорошую атмосферу, We'll be at home in a good особенно когда atmosphere. ты в доме друзей, там все меняется. Because when you're at home with your Ты friends, everything снимаешь changes. кофту, потом можешь остаться в майке, если потом можешь туфли You снять, take ты off можешь your лечь, coat, take off your как тебе shoes. удобно. You are able to do whatever makes you comfortable. И Симон сказал: я его приглашу, я ему предоставлю все эти условия. Пусть он выразит себя, пусть он And покажет Simon себя. says, I'll invite Кто him он and I'll есть на самом present him деле. with all of these things, and he'll А show когда мы himself for who сядем he за really стол, is. я ему там буду подливать, And as we посмотрим, sit at когда the он, table, I'll begin to как pour он a себя drink for him, поведет and после we'll see how второй, he после третьей behaves. чашки. After the first, the second, or the third cup, we'll see who he У него is. были неправильные мотивы. Simon did not have the right motive. И смотрите, тот же самый Симон And that very same Simon, со своими коварными мыслями, with all of his hidden thoughts, со своими религиозными with убеждениями, his legalistic thinking, в его доме, in his home, при его людях, при его слугах, при его семье, before his people and servants and family, все было. Но пришел Иисус, everything was as it should be, but Jesus came, и там преобразилась атмосфера. and the atmosphere changed. Написано, что женщина узнала, что он в этом доме. It's written that a woman came to know that he was in the house.
Друзья мои, когда в наших домах живет Господь, Friends, when in our heart, in our home, об Jesus этом все lives, знают. everybody would know of that. Когда в какой-либо церкви Бог проявляет себя, Дух Святой проявляет себя мощно в делах, в знамениях, в чудесах, в слове, When God is in a church where it is evident by the word, by the miracle, or by the atmosphere, люди об этом узнают вокруг. people know about this from around the Почему area. одни церкви наполняются? And so in the nights the churches are filled. Почему есть отток из одной церкви в другую церковь? Why is it that there are waves of people from Просто one to там the есть other? благодать. Because there is grace. А благодать человек не может делать сам по себе. And that kind of grace a man cannot create on his own. Когда приходит Господь, But when the Lord comes, там все преображается. everything there changes. Туда приходит особая атмосфера, There comes to be a very special atmosphere, глубокое поклонение a deep произошло worship в доме Симона. happened in the house of Simon. Люди будут поклоняться, друзья, там, где Господь. People will worship, friends, where the Lord is. Иногда меня спрашивают, вот недавно, Лена, свидетель, позвонили из нашего города, из Одессы, наши друзья, и говорят, наши дети попали там недалеко от вас, в такому, посоветуйте им, в какую церковь ходить. And not too long ago, I Нам received хочется, a чтобы call там была where a хорошая friends of ours церковь. asked us to recommend a good church for their children who have recently come into the area. И меня спрашиваете, вас, возможно, спрашивают, And they're знаете, какой правильный ответ? asking about this, and maybe you've been asked this, so what's the right response? Идите в ту церковь, где Господь. And the answer would be to go to the church where the Lord is. Нигде хорошая группа Not where прославления, there's the good worship team, нигде красивое not здание, where there's the beautiful building, нигде Starbucks кофе not where there's the или coffee другие условия. or just other things. Идите туда, где Господь. Go to the place where the Lord is. Вот там, где Господь, там есть жизнь. Because where the Lord is, there is life. Где вода, And where there is water, там всегда есть жизнь. there will always be life. Иисус сказал, я есть. And Кто Jesus said жаждет, this, иди ко мне и пей. that if you are thirsty, come to me and drink. Я смотрел, мы смотрим. And so I'm watching, Говорят, город пустой, оккупация, люди в подвалах. saying that the towns are Раздался occupied. звоночек, пришла машина с водой. Из всех подвалов, отовсюду вышли, вода пришла, жизнь пришла. Imagine an occupied town, everybody in their basements, but when the water comes when the water is being provided, everybody would come out to get it. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, And so this что он woman that возлежит was в доме living a фарисея, sinful life learned that Jesus was at the Pharisee's house. взяла алавастровый сосуд And с so she миром took the alabaster jar of perfume и пришла в этот дом. and she came into that house. Поклонение, друзья, это атмосфера. Worship, friends, it is an atmosphere. Я уже сказал, что куда приходит Бог, там лучшее место, где мы можем быть. And I've already said that wherever the Lord comes to, there's no better place than that. Однажды Бог с глубокой болью на весь Эдемский сад воззвал: Адам, что случилось? And there was a time when the Lord to all of the Garden of Eden said, Adam, what happened? Где ты? Where are you? Когда Бог творил человека, Because when the man was created, он видел эту картину, что где он появляется, там приходит Адам, там приходит семейство Адама, вокруг Иисуса все его творение вращается, he may have imagined for himself that when he would come into the garden, Adam would come to him and all of Adam's family, and the atmosphere would be with Jesus and with all his creation. Адам, где ты? And so God would say, Adam, where are you? Ты не пришел на поклонение сегодня. Have you come for worship today? Твое сердце к чему-то другому привязалось. But there's something different about your heart. Ты разлюбил меня. You have no longer loved Мне me, тоскливо, мне больно.
and this is painful for me. Адам ушел от Бога. And Adam had walked away from the Lord. У меня есть свои мысли, свои соображения. And in my own thoughts and my own thinking, Они, возможно, не совсем библейские, не совсем правильные, но написано, что Бог насадил Эдемский сад, it's written that the God had made the Garden of Eden, и Он поместил человека. and He placed man in there. И знаете, чуть позже цивилизация двигалась. Мы с вами, люди нашего времени, древнего времени, начали находить остатки Вавилонской башни, какие-то признаки цивилизации, нашли колесницы в Красном море, нашли признаки, что был такой исход из Египта. And there, as time went on, the civilizations developed, and there were great things that happened and occurred over the history of И многое creation. другое. Но Эдемского сада признаки или какие-то детали, или какие-то доказательства, ничего не найдено о Эдемском саду. And while we have many evidences of all the things that occurred in history, we don't seem to find any evidence of the Garden of Eden. There's nothing left. Мы приблизительно знаем по географии. We just know Друзья roughly мои, where the location is on the мысль map. моя такая, And so this is my thought, что там, где появляется Бог, that wherever the Lord is, там появляется Эдемский сад. that is where the Garden of Eden is. Туда, куда приходит Господь, Where the Lord comes, там устраивается храм для that поклонения. is where the temple is built for worship. Туда, куда входил Христос, To the place where Christ went, входила божественная благодать, there came the grace of God прощение, and forgiveness милость, and mercy сострадание к людям. and all that was needed for people. Авраам однажды, And Abraham, когда он обнаружил себя, это в 18 главе Бытия написано, in Genesis 18 it's что written, его посетил Бог. Помните, он сидел в своем шатре, it's remembered that he was sitting, размышлял о том, кому достанется все его имущество, that he о was его sitting in his tent, бездетности, о его уже глубокой старости. and he's already in his old age. И он увидел идущего к нему по направлению к его шатру двух людей. But he sees as he looks up coming towards his tent the two people. И он в этой пустыне And in this desert, совершил целое поклонение Богу. he also did a worthy Я worship to the хотел бы Lord. написать, но я сейчас потеряю свои мысли. Он, по-моему, режет ягненка, правда? Он говорит, не уходите, омывайте He ноги, tells them not to leave. He says that he'll wash their печет feet. лепешки, печет хлеб. He said that he'll prepare the drink, he'll prepare the К food. нему пришло что-то необычное, кто-то необычный. Because someone он special знал. had come to him and he understood this. В нем Бога. И явился ему Господь в дубраве Мамре. And the Lord appeared to him near the trees of Mamre. Да, и он, взял несколько муки, сделал хлебы, порезал ягненка, приготовил, помыл ноги. He took flour and made bread, that he took the calf and made meat. Я перехожу к моей мысли. And continuing on in my thought, И эта женщина стала позади его. that this woman, she had come and stood behind Jesus. И, плача, And she was crying. начала обливать ноги его слезами And as she wept, she wiped his feet with her tears. и отирать волосами головы своей. And then with her hair, she wiped it away. И целовала ноги его. And she kissed his feet.
и мазала миром. and poured the perfume on them. Какая атмосфера? What kind of an atmosphere? Многие наши женщины, многие наши сестры, многие наши дети, бывает, не идут в церковь, потому что прическа не та, потому что не получилось, There are many потому of что не those успела поворачивать, не among успела. us that if И something wasn't из-за quite нескольких right, волос maybe even if the hair wasn't set right, не пойду в they wouldn't церковь. go into the church. Лучше останусь дома. Rather to stay at home. Представьте себе, какая любовь, какое сердце. But imagine for yourself what kind of a love and what kind of a heart Ее волосы в этом мире. that her Оно hair, липкое, оно масло, оно путается. that it's Лицо. getting tangled and Оно it's вытирает. coated in this oil, but she's Непонятно, wiping, что там, волосы или not being concerned with what's happening with her hair and what she looks like. целовала ноги его, She kissed his мазала feet миром. and poured the perfume on them. Фарисей, видя это, сказал, But the Pharisee, seeing this, said to himself если бы он был пророк, that if he were a prophet, он бы знал, кто прикасается he would know who it is that's touching к him, нему, потому что она грешница. because she is a sinner. И вот здесь Иисус отвечает Симону. And to this, Jesus responds to Simon. Я хотел поначалу назвать мою проповедь «Ответ на незаданный вопрос». Симон молча сам себе подумал, And Simon, when he said this, it was to himself. бросал свои глаза на Иисуса, на женщину, на Иисуса, на женщину. He shifted his eyes from Jesus to the woman, from А Jesus Иисус to the говорит, woman. хорошо, я тебе отвечу. And so Jesus said, very well, I'll respond to И you. вот на незаданный вопрос And so to this unasked question, Иисус отвечает, помните дальше, было два взаимодавца, два должника у одного богатого человека, один маленькую сумму, захотел купить велосипед, и понадобились $50. Jesus speaks of the two men that owed money to a moneylender. А One кто-то was a great захотел sum. дорогую машину и занял у него $30,000. One owed a great debt and the other not as great of a debt. И пришло время, не знаю, по закону это, не по закону, юбилейный год, или как там получилось, богатый сказал, хорошо, прощаю вам, не думайте о вашем долге. But as time went on, the one who had loaned Он them the money спрашивает, said Симон, that I am not going to кто из require этих this of двух you. больше всего полюбит вот этого вот And so богатого Jesus asked человека? Simon, which one of those who was forgiven the debt would love this master more? Симон сказал, конечно, тот, кому больше. And so Simon said, of course, the one who had the bigger debt forgiven. Иисус сказал, Симон, ты в деньгах, ты в математике хорошо разбираешься. And so Jesus said, well, in mathematics and in just this kind of thinking, you're right. А вот в душах людей But in regards to the spirit of man, ты совсем не разбираешься. you are not quite understanding. И нравится мне, как эта история дальше разворачивается. And so I like how the rest of the story unfolds. И, обратившись к женщине, сказал Симону, And so he видишь turned toward ли the woman and said to ты Simon, эту женщину? do you see this woman? Почему-то Иисус не говорит здесь, And видишь why ли is ты it that эту he says this? падшую грешницу? Why does he point out, do you see this sinful woman? Говорят, она была блудницей. It's possible that she was a prostitute, Он называет ее женщиной but they just say that refer to her as the woman. по предназначению Божьему. Она женщина. Она сотворена Богом Because as she's женщиной. known to God, she is a woman created by God. Видишь ли ты эту женщину? Saying, do you see this woman? Тебе не дано видеть ее сердце. Do you see her heart? Тебе не дано видеть,
что она сейчас переживает. You are not able to see what it is that she is experiencing Она right now. всеми своими действиями выражает In all of her acts, ее любовь ко мне. she is showing her love to me. Все, что она делала для меня. Everything that she has done for me, А ты для меня этого не сделал. but you have done none of this. Она выражает свою любовь. In all of this, she is showing her love. Она так мне поклоняется. This is how she worships me. Она говорит своими руками и своими головами: «Кохаю тебя, Иисус». She is saying with her hands and Люблю feet тебя, that she Иисус. loves me, Ты Jesus. для меня дороже всего, Иисус. That you are the most precious to me, Jesus. Ты простил мои грехи. That you have forgiven my sin. Не знаю, правда ли это или неправда. Есть разные версии. And whether it's true or not, there are different versions. Мария Магдалина. Mary Magdalene, Многие богословы those who study the word, the theologians, путаются, но большинство к тому, что это была Мария Магдалина. they are thinking that this woman in this instance was Mary Magdalene. Которую однажды те же фарисеи пришли и бросили к ногам Иисуса. The same woman that they threw at the feet of Jesus И говорят ему: and said to him, она была в грехах уличена, на самом месте преступления, и по закону мы ее должны побить без сожаления. and they said that they threw her at the feet of Jesus, said that she was caught in adultery, and by the law we are meant to kill her. Скажи нам мнение And твое. then asked Jesus, what do you think? И на коварное воззвание, храня глубокое молчание, он чем-то грустен и уныл, перстом божественным чертил. И, наконец, сказал народу: даю вам полную свободу исполнить праотцов закон. Но где же он? Где тот праведник? Кто он, который первый на блудницу поднимет тяжкую десницу? И вновь писал он: Jesus in silence instead had knelt down На and земле. began to draw and said to them that if you do not have any sin, then you can go ahead and follow the law and stone the woman. Тотчас с позором поношения на обесславленном лице укрылись дети ухищрения, и пред лицем его она стояла грешная жена. И он с любовью благотворной сказал: покинь твою печаль. Где твой синедрион упорный, кто осудил тебя And на казнь? none of those who were there were able to throw any stones to condemn her. And so Jesus asked her, where are those who tried to condemn you? Она в ответ: никто, учитель. And so she says in response, there is no one. Тогда и я твоей души And so Jesus says that then I also do not condemn не you. осужу, сказал Спаситель. Her Savior said, I do not condemn you. Иди и больше не греши. Go and sin no more. И вот она прощенная, And so she is forgiven. освобожденная, She is free, познавшая иную чистую святую жизнь, having come to know a new and holy life. обошла все вокруг She was able to go all around и нашла его в доме Симона. and to find him in the house of Simon. И взяла все самое дорогое, And so she took the most precious thing, маленький сосуд с духами, this jar of perfume, и сказала: and said, все Иисусу, everything for все на Jesus. Иисуса, Everything for все для Jesus. Иисуса. Everything for Jesus. Знаете, когда нам нужен Иисус, And you know, when we are in need of Jesus, мы Его ищем, чтобы что-то от Него получить. we may seek him out simply so that we could receive Так, something. нам что-то хочется всегда от Yes, it's Иисуса. true. We are always in need of something from Мария Jesus. сказала: я хочу дать Иисусу But she said differently. She said, Я I want хочу to give принести to Jesus. самое дорогое Иисусу. I want to give the most valuable thing to Jesus. Видишь ли эту женщину? And so do you see this woman? Этими словами, друзья,
Иисус обращает внимание Симона и всех нас. In these words, Jesus is also in capturing all of us. Он спрашивает: Симон, ты любишь меня так, как она? And he asks Simon, do you love me the way that she Пётр, does? Лена, Иван, Степан, Ярославич. He could have asked any one of us that same Ты question. любишь так, как она? Ты Do you видишь эту love like she женщину? loved? Do you love like this woman loved me? Расскажу один пример. I'll give you an example. В одно время лет 10 назад, да, Лен? Была у нас машина, был такой автобус. There was some time ago that we had a van, И мы решили его продать. and we had decided to sell it. Я поставил его на обочину. And so I put it for sale, Долго никто не приходил. and for a very long time И, nobody наконец, offered. два молодых парня, где-то 20-25 лет, пришли, постучались прямо в дверь рядом, возле дома. And there came two young men, they came right to our door. Поинтересовались. И я, чтобы быстрее избавиться от этой машины, дал самую низкую цену, чтобы ее And забрали. just to get rid of this van, I accepted the lowest offer. Они сказали: да, хорошо, мы согласны. And they said, Мы yes, хотим проверить, как она great, we ездит. agree, but let us take a look at it. Вытащил ключ, дал им. And so I gave them the Они key, сели. and they sat, Жду 20 минут, их and I'm нету. waiting 20 minutes, Жду час, их нету. I'm waiting an hour. Пришел вечер, их нету. На утро встал, машины нет на обочине. The night came and they were not there. На следующий день жду 2, 3, 4. Я понял, что And on the next day, it dawned on me. пошел в полицию. So I went to the police, И говорю: знаете, ко мне пришли люди and I купить said, машину. you know that these people Ее came, у меня украли, я дал ключи. they stole the van from me, I gave them the keys. Я хочу написать заявление. And so I want to put in a report. Не знаю, так ли полиция работает или нет, но мне попался полицейский, он так на меня грозно, даже пренебрежительно посмотрел. And I happened to come across И an говорит: officer that was not really on my ты, side. пожалуйста, разберись, ты отдал эту машину или они украли у тебя? And so he said Как to это me, понять? figure it out. Потому Did you что ты give them the передал car or ключи. did they steal it from you because you gave them the keys? Я начал труситься первый раз в полиции, не знал, что делать, And I was just повернулся, shocked ушел. by this, and so I left. И со временем я стал забывать о моей машине. Забыл. But as time went on, I began to forget about it. Где-то в глубине души простил этих молодых людей. And in my spirit, I forgave those young men. Но если бы не следующие, в мою почту начали приходить штрафы. But then, within some time, I began to receive tickets. Где-то проехали на красный свет. Где-то проехали на красный свет. Where they had crossed the red Где-то light. припарковались не там. Where in other instances they parked in the wrong И place. когда я посчитал, что биллы, когда я сложил вместе, в 2 раза больше, чем стоимость машины. And as the time gone on, the Я tickets плачу, were плачу, adding up плачу. to even На greater машине value не than the езжу. car. And I'm paying and I'm paying and I'm paying, but I don't even have the Я van. пошел в полицию и все признался. And so I went to the police and Помогите, говорю, я I уже said it all. устал, I я said, help покажу. me. I'll show you. Попалась хорошая женщина, послала меня в Сиэтл, And so Она I met a good woman. She sent me to Seattle. посмотрела по тикету, She looked at the и ticket. там мне сказали, где моя машина находится. And so they were able to find out where it was that my van was. Куда они вставляли в лобовое стекло за неправильную парковку. And where they had put the ticket for not parking properly. Я поехал туда. And so I went there. Точно помню, знаю, это было между Рождеством и Новым годом. And I remember that exactly this was between Christmas and the New Year. Добрался до этого места, была уже глубокая ночь. And when I had gotten to this place, it was already late at night. Я обрадовался, начал за двери тянуть, двери открытые. And I began to pull on the doors, and they were open. Моя машина полная всякой всячиной. Я стал, думаю, And the когда van я was filled увидел, with things. And там что-то шевелится внутри.
Оказалось, там спал человек. And I was looking to see what was inside, and it turns out there's a man sleeping Я in его there. разбудил, And I поднял, wake him up, I get him up. показал ему мой паспорт, мой лайсенс. Быстро полез, я знал, где находятся мои документы, мой сертификат. Достал, говорю, вот мой лайсенс, вот вот это моя машина. Я сейчас объявлю в полицию. Убирайся отсюда, пожалуйста. Get out of here. И знаете, он в страхе начал выходить босыми ногами по слякоти, по земле. Мне стало его жалко. To run out of the van, but he didn't have any shoes on. He didn't have anything. I began to feel sorry for him, and I said, "Okay, Но я и не имел возможности ее взять, потому что завтра я приду. Но к завтрашнему дню моя машина должна быть чистая, все вытащено из моей машины. Все, я ее заберу, Товин и заберет. На следующий день And so the next day, я как порядочный человек в назначенное время, думаю так, I подошел. Go at the appointed time. Моя машина где стояла, как стояла, так и продолжала стоять. The van that, as it was when I first saw it, it was still there. Забитая до потолка, под машиной. И рядом с ним хозяин новый пьет кофе или что-то рядом с машиной. And next to the van is I guess the new lord over the van, drinking his coffee. На него. Я сказал ему, и я открыл все двери и стал все вытаскивать из этой машины, все выбрасывать. And I opened up the van and I began to pull everything out of it. Я увидел, как этот молодой человек вот так вот поднял руки, взял меня красиво, отвел меня в сторону. And I see the young man lift up his hands. Он был уже под 50, and he was trying to stop me, and he took me to the отвел меня в side. сторону и говорит, hold for a little bit, stop. And he said, stop, just wait a И я minute. видел, что он ковыряется, что-то там, что-то достает. And I can see that he's digging for something. There's something he's Он looking достал for. коробку, достал еще что-то. And he finds what he's И looking потом for. говорит, go ahead, все, And это then he твое. says, go ahead. Я все эти вещи выбросил, освободил машину. And so I took all these things out. Привязал мою машину к этому трейлеру, чтобы увезти. I freed the car, attached it to the trailer. Был очень холодный день. And it was a very cold Холодная day. ночь, уже ночь была. Cold night, cold day. Шел снег, The snow was coming. шел дождь. The rain was coming. И я повернулся к нему, чтобы сказать ему последние мои прощальные слова. And I turned to him in order to say my last parting words. И мое сердце замерло. And my heart lost its courage. Недалеко от меня на таком белом покрывале, на чем-то белом, And not too far from me, there was this white material. он устроил какой-то жертвенник. And he had Я made так понял. some form or some kind of an altar. Какие-то свечки горели, There were some candles burning. какие-то статуэтки. There were some А он был statues. таким азиатом, с такой очень редкой бородкой такой. He was of Asian descent. Волосы такие длинные. He had a very specific hairstyle. И он совершал какую-то молитву. And he is at that moment doing some form of a prayer. Я подождал минуту-две, I waited a moment, two, снова заговорил с ним, он продолжает молиться. and tried to talk, but he was continuing to pray. Но, друзья мои, меня поразило то, что в этом было его сердце. And what it was that had stopped me was that I Я не could see знаю, that что his он делал. heart was in this. I didn't know what he was doing. Но я понял, с каким он такой бережностью, с каким он к этому отнесся. But I understood with what kind of an attitude and seriousness he was Я doing сел в this. машину, чтобы уехать. And so I got in the car to go. Включил скорость. I put it in gear. И я долго продолжал смотреть на этого человека. And for a long time I continued to watch this man. Его ничего не интересовало. But there was nothing that interested him. Что он остался под открытым небом. It didn't matter that he was just out in the open sky. Что холодно, дождь вокруг. That it was cold, that the rain was coming down. Залив оттуда из Сиэтла дул очень холодный ветер. And that the cold wind was blowing. Но он кому-то что-то где-то, он что-то делал такое духовное, он вошел в какую-то
атмосферу мне непонятную. And there was something that he was doing that even in its own way had this kind of spiritual weight, and he had gone into some kind of a presence. Я совсем не знаю, не приветствую, но в сердце моем что-то, какой-то голос сказал. And although I don't acknowledge any of what he was doing, there was something within me that said, Видишь? do you see? Исаия говорит, имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не Even as слышат, Isaiah says that the eyes can see, имеют but уста, но they не могут don't говорить. understand, the ears can hear, but Это they don't идолы. understand. И они поклоняются им. And С that, какой страстью, с какой глубиной. and showing, look at to what depth of devotion and with what fear they ты worship these знаешь меня, idols. живого Бога. But how are we to the living God? Ты знаешь, видишь, Do you know? Do you see? Симон, эту женщину. Simon, do you see this woman? Заканчивается история тем, что I'll end the story with this. Иисус провозглашает над ней прощение, That Jesus declares forgiveness over her, и она уходит прощенная. and she goes forgiven. Она уходит прощенная. She leaves forgiven. Самое глубокое поклонение. The deepest kind of worship. Марка 12:30. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением и всею крепостью. It says in Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Когда это все принадлежит Богу, When all of this is dedicated to God, ничему другому нет места. there is no room for anything Сердце. else in the heart. Мой брат был в армии, My brother was in the army, и у нас были маленькие братья. and we had Маленький братик родился, он уже начал ходить, такой a смешной. younger Андрей. brother that had begun to walk, Я занимался фотографиями. and I was taking photographs. И я захотел ему отправить маленького братика, And порадовать so I его. wanted to send him just this photo to encourage him, Я его поставил, and so I placed him, прицелился к нему. Потом посмотрел, я поймаю это дерево, пусть он вспомнит, и наша там была такая черешня красивая. and there was in the Затем я background сказал, a ему будет tree and приятно the увидеть и cherries. забор, который папа построил только And I что. thought to also include the fence that was built. Еще я что-то поймал, еще отошел дальше, дальше, And so I дальше. went further and further to try to capture everything. Когда я проявил фотографию, там братика не было, он был вот таким вот. And by the time that I developed the photo, Потому что my я brother хотел was this захватить все. tiny figure because I was trying to capture everything. Когда мы хотим всего, для Иисуса остается вот так мало места. And so much in the same way we Возлюби want to Господа. capture everything in this life, and Jesus becomes Всем. this small image. Всем сердцем. But it was told with all of our heart.